У игры The Captain is Dead достаточно сложная судьба. Изначально это был, если хотите, инди-проект. Игру придумал человек по имени Джо Прайс, и по сути это его единственная игра. Видимо, сам он мало верил в то, что из его задумки выйдет что-то по-настоящему стоящее, но тем не менее он показал ее владельцу сайта GameCrafter. И тому идея игры очень понравилась. Если вы не слышали про GameCrafter, это сайт, на котором любой желающий может выложить игру собственного авторства, а другие пользователи за деньги могут эту игру на этом сайте напечатать. То есть это такой издатель авторских игр, работающий в штучных заказах. Джей Ти Смит, владелец GameCrafter, по-настоящему переживал за эту игру, и когда спустя год не дождался от автора каких-либо сдвигов в плане доведения игры до ума, договорился выкупить на нее права и сам взялся за дело. В итоге в 2014 году игра успешно собрала на Kickstarter нужную сумму и была разослана бэкерам. А в 2017 году издательство AEG выпустило переработанную версию игры, которую мы с вами сегодня и будем изучать. Только у нас сегодня на столе русскоязычная локализованная игра «Наш капитан мертв». По сюжету на космический корабль произошло нападение пришельцев, и в стремительной атаке погиб ум и сердце корабля его капитан. Задача оставшихся в живых членов экипажа – запустить прыжковый двигатель и убраться куда подальше из этого проклятого места. Это кооперативная игра, в которую одновременно могут играть до 7 человек. Можно играть соло, но в этом случае вам рекомендуется одновременно управлять минимум 3 персонажами. На столе выкладывается игровое поле, которое изображает помещение нашего корабля и связанные с ними системы. Вот смотрите, у нас здесь есть внешние сканеры, система связи, щиты, торпедный аппарат, пост безопасности, медстанция, научная станция, телепортатор, прыжковый двигатель, грузовой контейнер, внутренние сенсоры, компьютерный и журнал капитана. На некоторых системах лежат карты, которые будут переворачиваться на неактивную сторону, если будут выходить из строя, и наоборот, когда мы будем их чинить. Рядом с журналом капитана лежит стопка карт «План операции». Эти карты помогут нам лучше справиться с задачей игры, а колода карт тревог, наоборот, будет нам сильно мешать. Кстати, о задаче игры. Мы выиграем только в том случае, если сможем запустить прыжковый двигатель, то есть передвинуть вот этот маркер на отметку «Поехали». И в зависимости от того, где этот маркер находится в начале партии, мы регулируем уровень сложности игры. Давайте сегодня начнем на нормальном. Проиграем же мы в одном из 3 вариантов. Это когда у нас закончится колода карт тревог, а мы еще не успеем достичь своей цели, когда щиты упадут ниже нуля, либо когда игра скажет нам добавить на поле очередного пришельца, а их у нас в запасе не останется. Каждый игрок выбирает себе персонажа и размещает стендик с персонажем этого цвета в комнату, совпадающую с цветом этого героя. Игрок получает в руку 5 карточек навыков, оставляет себе 4, а 5 отправляет в грузовой контейнер. Там же находятся карты инструментов. Еще 3 навыка отправляются в зону внутренних сенсоров, остальная колода навыков вот сюда, а рядом с лабораторией размещаются карточки улучшений. Дальше начинается самое ужасное. Вы одну за одной открываете карты тревог и выполняете то, что на них написано. Происходит как бы сама атака на корабль, и таких карточек вы должны открыть аж 5 штук. Давайте посмотрим, что нам сегодня досталось. Итак, торпеды перегружены. Торпедная установка неактивна, все игроки в оружейной ранены. Нам повезло, в оружейной у нас сегодня никого нет, но торпедный аппарат у нас становится неактивным, и мы не сможем выстреливать торпедами. Сброшенные карты тревог размещаются вот сюда. Открываем вторую карту, смотрим, что там. Сканеры перегружены, внешние сканеры неактивны. Внешние сканеры у нас здесь, и мы их тоже сделаем неактивными. Сбрось все открытые карты тревоги. Все игроки на мостике ранены. Вот у нас здесь находится член экипажа. Он ранен. Раненые персонажи кладутся лежа на поле. Бросить все открытые карты тревоги. Это вот это. Именно вот это нам внешние сканеры позволяют заранее увидеть, что нас ждет впереди. Но теперь мы не знаем, что нас ждет впереди. Так, я открыл 2 карты. Осталось еще 3. Открываем еще одну.
Торпеды оффлайн. Щиты упали на 10%, торпедная установка неактивна. Она и так у нас уже неактивна, больше ничего не происходит. Но вот щиты у нас упали на 10% сразу. Да, приближает нас к поражению. Еще 2 карточки осталось. Атака на боевой пост. Добавь 2 пришельцев на боевой пост. Боевой пост здесь. Мы берем 2 пришельцев и добавляем их туда. Все игроки на боевом посту ранены, там у нас никого нет. И последняя карта тревоги. Связь перегружена. Система связи неактивна. Система связи это здесь. Она позволяет нам передавать друг другу различные навыки, но теперь это становится неактивно. Все игроки на мостике ранены. Ну, там у нас и так уже герой ранен, поэтому больше ничего плохого не происходит. Вот так. Сразу же происходит какая-то история, когда изначально ситуация ясна, вы готовы спасать свою жизнь. В игре наш капитан мертв. В свой ход игрок может выполнить столько действий, сколько указано на карточке его персонажа. Вот здесь 4 действия, например, у члена экипажа, поэтому 4 действия он может выполнить. Кроме того, вот эта цифра вверху означает его инициативу. Чем меньше это число, тем раньше по порядку он ходит. Справа указан лимит карт навыков и какие-то постоянные навыки этого героя. А внизу уникальные способности этого персонажа. Я вам рекомендую очень тщательно их изучить, потому что они очень сильно помогают в игре. Например, наш главный герой, когда ремонтирует прыжковый двигатель, получает скидку в 1 действие. То есть он может не тратить действия на то, чтобы отремонтировать прыжковый двигатель. Вот этот член экипажа, если он или другой игрок в его отсеке должен быть ранен, умирает вместо него. Он возрождается на мостике в начале своего следующего хода. А есть еще у нас в команде сегодня мистик. Если в какой-то момент ее хода у нее нет карт навыков, вы можете взять навык сверху колоды навыков за бесплатное действие. Вот такие персонажи. Что в свой ход может делать игрок, указано на обратной стороне карты персонажа. Мы можем взять карты персонажа неиспользованные в игре, их тут очень много, довольно большое разнообразие. И вот взять карточку и посмотреть, что может делать игрок в свой ход. За одно действие игрок может переместиться на 2 отсека, или убить пришельца в своем отсеке, или перенести другого игрока в соседний отсек, ну просто взять его и перетащить вместе с собой, либо дать навык или инструмент другому игроку в своем отсеке, либо взять навык или инструмент у другого игрока в своем отсеке. Если вы ранены, то все, что вы можете сделать, это переместиться на 2 отсека или убить пришельца в своем отсеке. А если вы находите в одном отсеке с пришельцем, то единственное, чем вы можете заниматься, это убивать пришельцев. Навыки у каждого игрока в руке нужны для того, чтобы выполнять действия систем. Ну вот, например, в инженерном отсеке у нас находится главный инженер. Здесь мы можем либо попробовать запустить прыжковый двигатель. Для этого нам надо потратить 2 действия и 1, 2, 3, 4, 5 навыков вот этих вот оранжевых инженерных, да, ремонт, который называется. Телепортатор. Он у нас за одно действие может телепортировать любого игрока в любой отсек. Причем вот этот значок означает, что это можно делать из любого отсека. В общем, телепортатор – шикарная вещь, можно в любое место перемещаться. В грузовом контейнере мы за одно действие можем взять навык либо инструмент. Внутренние сенсоры позволяют выложить 3 верхние карты навыков и не брать их вслепую, а брать их осознанно, в открытую. Компьютеры позволяют нам взять карту навыков сверху колоды. Журнал капитана позволяет нам открыть план операций. Давайте посмотрим, например, что такое план операции. Усиление щитов. В любой момент времени отремонтирую щиты на 3 деления за бесплатные действия. Вот наши щиты. Если там какая-то критичная ситуация, мы можем эти щиты отремонтировать. Внешние сканеры, они у нас сегодня не активны, но пока что, да, мы открываем 2 верхние карты тревоги. То есть заранее можем посмотреть, что нас ждет впереди в плане тревоги. Система связи, как я уже говорил, позволяет передавать друг другу навыки. Щиты – это защита нашего корабля. Если они опускаются меньше 0, то мы проигрываем, и мы их можем отремонтировать за 2 действия и за 2 навыка тактики. Торпедный аппарат
позволяет нам выстреливать в пришельцев. Да, в карточках тревог появляются карты с кораблями пришельцев. Они накладывают какие-то определенные сложности в процессе игры, и вот мы можем эти корабли пришельцев уничтожать, выстреливая в них торпедами, и можем изготовить торпеду, то есть зарядить себе дополнительные торпеды за одно действие и 3 тактики, навыка тактики. Пост безопасности позволяет убить одного пришельца в любом отсеке. Медстанция это работает в лазарете, там, где мы лечим наших персонажей. Научная станция позволяет исследовать аномалию, тоже там в тревогах есть такие карты, которые называются аномалии, которые накладывают определенные сложности на игру. И вот эти аномалии мы можем изучать. Также мы можем здесь изучать улучшения. Да, вот есть автохирург, который позволяет лечить наших персонажей. Ингибитор телепортации уменьшает на 1 число пришельцев, которые к нам приходят, и так далее. Вот тоже мы можем их исследовать. Количество необходимых карточек науки и количество действий написаны на самих картах улучшений. Ну вот такие вот системы. Давайте отыграем ход за одного персонажа, чтобы посмотреть, как это все происходит. У нас есть, как я уже сказал, инициатива. И у нас, согласно инициативе, первый ходит главный инженер, затем член экипажа, а потом мистик. Вот главный инженер. Он может ремонтировать наш прыжковый двигатель. Это главная цель в нашей игре. У него в руке есть две карты ремонта, плюс у него есть скидка, скидочка, да, в 2 навыка ремонта, которую он может использовать по умолчанию. Здесь нужно 1, 2, 3, 4, 5. Поэтому, конечно, было бы неплохо у кого-нибудь одну карточку ремонта забрать. Например, вот у члена экипажа есть, у мистика есть ремонт? Есть. Можно сделать вот что. Можно сделать за одно действие сходить в лабораторию, 1, 2. Вторым действием забрать у мистика карточку ремонта. Третьим действием вернуться в инженерный отсек. У главного инженера осталось одно действие. Для того, чтобы отремонтировать прыжковый двигатель, нужно 2 действия, но у него есть скидка в одно действие, когда ремонтируем прыжковый двигатель. Поэтому за одно действие мы можем это сделать. Мы берем, сбрасываем 3 карточки навыка ремонт, отправляем их вот сюда, сброшенные карты хранятся здесь. У нас есть еще 2 наших способности ремонта, итого 5. Мы тратим наше действие одно, да, со скидочкой и ремонтируем на одно деление прыжковый двигатель. Казалось бы, все начинается хорошо. Очень быстро все становится плохо, потому что в конце хода открывается карта тревоги. Вражеский истребитель, когда щиты падают, они падают на дополнительные 10%. И это тот самый вражеский корабль, который будет находиться у нас вот здесь. Мы можем в него выстрелить и из торпедного отсека торпеду в него запустить. Теперь в следующем ходу, если вдруг у нас будут падать щиты, они будут падать у нас уже не на 10%, а на 20% из-за того, что вот в нас стреляет этот вражеский корабль. При желании некоторые карты тревоги можно отменить, если у вас есть навык командования, 3 навыка командования. После этого ход передается следующему игроку, и так происходит до тех пор, пока вы либо не запускаете движок, либо не проиграете. В остатке мы имеем довольно типичный кризисный кооператив на совместное выживание, координацию действий и менеджмент ресурсов. Игра довольно сложная, что в принципе хорошо. На коробке указан возраст 10+, и я должен сказать, что ребенку, конечно, не составит труда разобраться с тем, как играть в игру, и им будет очень интересно, но вот выигрышная стратегия, тут не каждый взрослый справится с первого раза. И тут, к сожалению, приходится отметить, что игра никак не лишена главной проблемы большинства кооперативных игр. Если в вашей компании кто-то любит говорить другим, что они должны делать, не садитесь с ними играть, иначе удовольствия вы не получите. Другая претензия – это оформление. Причем я ничего не имею против такого полигонального стиля рисования и в целом слишком яркого оформления. Тут, наоборот, мне все по душе. Мне скорее не нравится выбор шрифтов, их цветов, фонов, иконок и так далее. Но в конце концов это все дело вкуса. Кроме того, надо признать, что к удобству в игре никаких претензий нет. Все понятно, практически с первой партии все условные обозначения дают четкие и однозначные подсказки, отличная эргономика. Еще одна типичная проблема похожих игр – узкая специализация персонажей. И зачастую вы вынуждены большую часть игры заниматься чем-то конкретным.
редко покидая отсек, в котором ваш персонаж наиболее эффективен. Но среди моих друзей немало таких, которые такой подход ничуть не смущает. Да и в конце концов, это совместная игра, никто не мешает вам строить совместные планы не только для своего персонажа. Кроме того, игра не буксует. Ходы быстрые, скучать не приходится. Мне понравился выбор издателей в пользу стендиков. Это не удорожает игру, не перегружает игровое поле и позволяет сохранить общий стиль оформления. Ну и самое главное, игровой процесс. Он тематичный, кризисный, позволяет решать ситуативные головоломки, провоцирует заранее планировать свои действия на совместные шаги вперед. Давай я пойду сюда, заберу у тебя эту карточку навыка, включу эту систему, а ты тогда сможешь своими действиями убить 2 пришельцев, тогда 3-й будет свободен, чтобы и так далее, и так далее. Если вам нравятся игры такого плана, то эта игра вас не разочарует. И в ней это все прекрасно работает. Найти такую игру, чтобы в нее могли играть одновременно аж 7 человек, очень сложно. В этом наш Капитан Мёртв на самом деле уникальная игра. Огромный выбор персонажей и разнообразные карты тревог дают большую реиграбельность. Уже со второй партии вы начинаете разбираться, какое сочетание персонажей дает больше шансов на победу, на что в первую очередь нужно обращать внимание, какие навыки сохранять. В общем, в этой игре действительно есть над чем подумать, в том числе и после окончания партии, а это показатель очень хорошей игры. Так что обратите на нее внимание. А на этом у меня сегодня все. С вами был Дмитрий и канал Geek Media. Играйте в настольные игры. Всего вам хорошего. Пока-пока.